Я всех приветствую, и в данном видео я расскажу о том, как в нашей трехмерном приложении, где мы пытаемся симулировать э, автомобильную физику, как нам реализовать такое природное явление, как наличие некой силы, которая сопротивляется подъему. То есть всем известно, да, что если мы, например, двигаемся а, в горку, то есть снизу вверх, от подножия к вершине, то это делать тяжело, потому что есть некая сила, которая, значит, сопротивляется подъему к вершине. И наоборот, то есть если мы двигаемся с вершины к подножию, то есть вниз по склону, то это делается очень легко и весело, если, конечно, не слишком круто. Вот. И даже можно вот эту вот силу использовать для усилительных каких-то затей, мероприятий, да. Итак, ну, чтобы разобраться в этом вопросе, нам снова поможет такие незатейливые схемки, я тут накидал, где у нас есть наша опорная поверхность, некий, значит, склон, физическое тело, которое, значит, на него упирается, условный, да, такой вот кубичек, и наше условное обозначение, значит, G это у нас вектор гравитации, или сила гравитации, или вес тела, N это у нас сила реакции опоры, она у нас всегда направлена перпендикулярно к опорной поверхности. Slope это я так обозначил вот эту вот ту самую силу сопротивления подъему, которую мы будем искать. Итак, значит, я здесь провел несколько вот таких вспомогательных линий. Вот эта ось, она у нас перпендикулярна а, плоскости опорной, а это значит параллельно этой плоскости. И у нас, видите, здесь получается прямоугольный треугольник, где у нас гипотенуза это вот как раз сила гравитации, вес тела. И если мы посмотрим, то получается, что вот этот вот отрезок катет, прилежащий к этому углу, равен у нас вот этому вектору, то есть э, вектор n у нас это вот этот прилежащий к углу альфа катет, а слоп это у нас по сути противолежащий у альфа, вот этот вот отрезок. Значит, чтобы нам найти вот эту вот силу искомую, нам нужно сначала найти вектор вот этой вот силы реакции опоры. Так, вот эти у нас два треугольника прямоугольных, они подобные, вот эти углы равны. И из определения, значит, косинуса угла мы можем найти силу реакции опоры, она равна произведению гравитации веса тела на косинус угла. И остается нам только сложить вот эти два вектора. То есть вот эта вот сила наша, природа ее, она, это сила производная вот этих вот двух сил. Силы веса, гравитации и реакции опоры. Получается вот такая вот сила у нас, которая как раз и препятствует подъему или наоборот способствует спуску. Нам нужно только сложить эти два вектора, слоп равно n плюс g. Это хорошая, в принципе, такая вот шпаргалочка, в ней только один недочет есть. Здесь непонятно у нас, где у нас тут, какие у нас тут скаляры, где у нас вектора. Поэтому я здесь набросал такую более подробную, где с подчеркиванием я обозначаю вектор двухмерный или трехмерный, в зависимости от каких пространств, сколько у вас там двухмерное приложение или трехмерное. И модуль вектора, то есть его длина, это вот между двумя вертикальными чертами. Все то же самое, просто расписано более подробно. То есть вектор гравитации равен масса умноженная на вектор свободного падения. А, Длина вектора n, то есть длина реакции опоры силы, равна длина веса, то есть гравитации силы, да, умноженная на скалярное произведение нормали вектора А, то есть по сути нам косинус, чтобы найти этого угла, мы можем просто вот воспользоваться вот этой формулой, скалярным произведением нормали и вертикального, значит, вектора. И остается нам найти, значит, вектор n. Мы просто помножаем вектор нормализованный, вектор нормали на длину вектора n. И снова то же самое, то есть вектор силы сопротивления подъему равен сумме векторов g плюс n. И вот здесь напоследок такая схемка, значит, у нас различные поверхности, плоская, значит, 15, 30, 45
60, 75 и 90 ответственная, значит, стена. И у нас это условное наше тело лежит, оно масса везде одинаковая, поэтому, э, видите, у нас везде действует одна и та же сила гравитации, значит, вниз. Она у нас одинаковая. Также вспомогательные линии мы нарисуем, и мы видим, да, что у нас по мере увеличения, значит, крутизны склона, у нас вот этот вот прилежащий к этому углу катет этого треугольника, он начинает уменьшаться, а вот этот вот противолежащий катет, он у нас начинает увеличиваться. Если мы нажмем, значит, на все наши обозначения, то да, все так и получается. То есть, что по мере увеличения крутизны склона, вот эта вот сила сопротивления подъема, она у нас увеличивается, а сила реакции опоры, она у нас наоборот уменьшается. Ну, первый и последний случай, это, конечно, не самые такие интересные случаи. Здесь у нас нет как таковой горизонтальной опоры, и поэтому силы у нас никакой нету реакции опоры как таковой. Наше тело просто падает в свободное падение. А здесь у нас абсолютно ровная поверхность, поэтому также, то есть есть сила реакции опоры, но она у нас одинаково равна по модулю, но нет никакой производной силы, потому что они у нас по одной оси находятся. Значит, из всего из этого вышесказанного следует два, значит, таких основных тезиса, два вывода, что сила реакции опоры у нас по модулю равна также модулю, значит, весу тела, гравитации, да, силе гравитации, только в том случае, если у нас угол равен 0 градусов. То есть, если у нас абсолютно плоская поверхность. Только в этом случае мы можем брать это, то есть гравитацию, и считать, что n равно гравитация. Но если угол больше нуля, вот, больше нуля, то мы уже считаем силу реакции опоры вот уже по этой формуле. То есть она будет уже меньше, чем вот при абсолютно плоской поверхности. И второй важный вывод. а, Есть формула расчета максимальной силы трения, которая может, значит, приложить одно тело к другому. В нашем случае, в контексте автомобильной физики, это сила трения, которая возникает между колесом и опорной поверхностью, там, дорожным покрытием каким-то, да. Итак, сила максимального трения равна произведению вот этой вот реакции опоры N, да, на коэффициент трения. И принимая во внимание все вот это вот вышесказанное, то, что у нас сила этой реакции опоры она у нас непостоянная, если у нас непостоянные вот эти вот, если у нас крутизна все время меняется, то получается, что и сила трения у нас непостоянная, максимальная. И именно это и объясняется, то есть объясняет вот эти вот вещи, тот факт, что машина на склонах реально ведет себя более непредсказуемо и ей труднее управлять, чем на абсолютно ровной поверхности. Так, ну вот напоследок еще такая схемка. Если у нас машина, значит, стоит на перпендикулярном, то есть перпендикулярно к направлению склона, и вот мы рисуем, у нас появляются на каждом колесе вот эти вот вектора. То есть это сила, которая пытается стянуть машину вниз. И если мы нарисуем вспомогательные оси, продольные для каждого колеса и поперечные, то, видите, мы снова можем разложить вот эти вот силы на продольные и поперечные. И третий закон Ньютона, который гласит, что тело остается в покое или движется равномерно, если на него действуют, значит, силы сбалансированные, то есть в различных направлениях. То есть, другими словами, как только вот эта вот возникает сила, которая пытается машину стянуть вниз, то автоматически появляются силы противодействия, которые пытаются, значит, машину оставить ее в покое, чтобы она у нас оставалась недвижима. И если задние колеса у нас так стоят абсолютно перпендикулярно к направлению склона, то, естественно, возникает латеральная сила, сила трения на колесах на задних, которая пытается сбалансировать вот эту вот силу сопротивления подъему. И если силы трения, то есть коэффициент трения довольно высокий, то она, и если угол не слишком большой, угол склона, то она может полностью скомпенсировать, и задние колеса останутся недвижимы. Передние колеса здесь немножко интереснее. У нас колеса находятся под углом к склону, не перпендикулярно. Получается, если мы разложим вот эти вот наши вектора
на продольной поперечной оси, то мы видим, что здесь появляется и сила, которая направлена вдоль, которая заставит колесо катиться вниз по склону по диагонали, и поперечная сила, которая будет меньше, потому что, ну, и почему? Потому что геометрия, и, естественно, сила а, сопротивления качению. И вот в зависимости от условий, в которых мы находимся, то есть какая поверхность, какой угол склона, будет различные ситуации. То есть машина будет остаться в неизменном состоянии, то есть стоять на склоне, либо она начнет соскальзывать вниз. Ну, в общем, теоретическая часть закончена, и давайте перейдем к практике.